Сегодня мы по-настоящему заряжены. Вместе с вами мы прикоснемся к будущему. Мы покажем абсолютно новый, ни на что не похожий кроссовер. Абсолютный флагман суббренда BMW i. Автомобиль, который встанет в один ряд с текущей линейкой автомобилей BMW. Встречайте абсолютно новый BMW iX. Мы уже рассказывали в предыдущих выпусках про историю создания электромобилей от компании BMW, которая насчитывает более 40 лет. Результатом этой работы стал полноценный электромобиль от компании, который появился в 2013 году под названием BMW i3. Этот автомобиль имел революционный подход к постройке автомобиля и невероятные по тем временам 200 километров запаса хода. С тех пор компания потратила немало сил и средств для электрификации модельного ряда, ведь электрификация – это наше будущее, а автомобиль BMW iX – это автомобиль из будущего. И чтобы поскорее познакомить вас с этим автомобилем, мы отправимся в увлекательное путешествие, где поделимся своими ощущениями и в деталях расскажем про эту модель. Изначально наш путь лежал в Мюнхен, но, к сожалению, на тот момент в Германии ужесточили карантинные меры, и нам пришлось в срочном порядке менять свои планы. Чтобы быстрее рассказать вам про автомобиль, мы решили отправиться к нашим друзьям в Восточной Европе. Первые секунды знакомства. На фотографиях мы не могли себе представить, что это вообще за автомобиль. Однако, познакомившись поближе и увидев его вживую, пришло понимание – это что-то новое. Это та BMW, которую вы никогда до этого не видели. Вот такой скос идет конкретно. И выемка в крышке. Просто нажимаете кнопку внутри, дверь чуть приоткрылась и все открываете. Такая тоненькая ножка для улучшения аэродинамики. И что еще прикольно, он как будто такой зубастый, эта решетка идет чуть ниже линии бампера, и за ней тут ничего нету. Мы обязательно обо всем поговорим детально чуть позже, но первые ощущения от этой машины просто невероятные. Это совершенно что-то новое, необычное, и то, что вы никогда не видели в BMW. Да, first ever, BMW iX. Классно, просто классно. Сейчас вы вместе с нами увидите автомобиль снизу. Нам несказанно повезло оказаться именно здесь, где нам любезно предоставили все условия для подобного обзора автомобиля. Автомобиль имеет алюминиевую раму, которую обволакивает карбоновая структура, формирующая интерьер. Этот подход уже давно частично применяется в других моделях BMW и называется Carbon Core. Такое решение позволяет снизить вес и добиться невероятных результатов жесткости накручения. Вы только посмотрите, какое здесь днище. Огромный лист алюминия, который закрывает батарею. Но он не только сделан для того, чтобы защищать батарею, он сделан для того, чтобы улучшить аэродинамику. Но не только батарея закрыта листами, также закрыты дополнительные компоненты автомобиля. Все это улучшает аэродинамику, но еще и способствует лучшему прохождению каких-то препятствий, когда вы выберетесь на бездорожье. Вы не будете бояться что-то зацепить компонентами подвески или нижней частью машины, а просто проскользите по ним днищем. Что касается внедорожных качеств автомобиля, думаю, этому стоит посвятить отдельное видео и прощупать систему X-Drive в наших условиях. Из-за отсутствия привычных нам узлов и агрегатов, время реакции автомобиля на покрытие сильно сократилось, и принцип ее работы совершенно другой. Открывание капота намеренно сделано так, что простому пользователю это будет сделать очень сложно, так как подкапотное пространство хранит в себе управляющую электронику и электрическую машину, и делать там владельцу совершенно нечего. А расскажет вам про каждый компонент под капотом технический директор дилерского центра BMW в городе Кишинев Михаил. Здесь вы можете видеть только низковольтную 12-вольтовую батарею, которая обслуживает бортовую электронику, именно фары, освещение и питание электронных блоков управления. Также с самого верха 9-киловаттный блок печки. Остальное здесь, это мы видим очень много шлангов системы охлаждения. Ну, если приглядеться чуть ниже, это сама электромашина, то есть мотор с электроникой. Сразу же возникает вопрос,
А как обслуживать электрический автомобиль? Он все-таки отличается от привычных нам бензиновых либо дизельных моторов. И какой сервисный интервал? Сервисный интервал гораздо больше, чем на стандартных машинах, будь то дизельные или бензиновые моторы. В основном здесь обслуживание только фильтра вентиляции салона, потому что нет ни топливного фильтра, ни воздушного. В том числе за счет того, что автомобиль очень сильно рекуперирует энергию, в том числе и тормозную. Замена тормозных колодок, она до 100 тысяч километров. Ничего себе. Тормозная жидкость меняется также раз в года, охлаждающая раз в года. Автомобиль всегда будет вас предупреждать заранее о необходимости той или иной замены. То есть практически получается, что, как многие думают, электромобиль, он экономичен только в том, что он потребляет электроэнергию, которая дешевле, чем топливо, но еще экономичен и в обслуживании. Разумеется, то есть обслуживание электромобиля гораздо дешевле, чем обслуживание, скажем так, автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Здорово, все преимущества налицо. А теперь представьте, что все преимущества накладываются на то, что iX — это полноразмерный кроссовер, кузов и колесная база чуть длиннее X5, а высота сопоставима с моделью X6. Уже не терпится отправиться в путь, нас ждет много интересного. Первое, что вы ощущаете, когда садитесь в этот автомобиль, это то, что он вызывает улыбку на вашем лице. И начинается она с того момента, когда вы нажимаете кнопку «Старт-стоп». Благодаря тому, что здесь стоит опциональная система BMW Iconic Sounds Electric, это звуки, которые были написаны известным голливудским композитором Хансом Циммером специально под этот автомобиль. Вы запускаете машину, и сразу машина наполняется какой-то невероятной аурой. Вся мощность автомобиля доступна мгновенно, просто так как это электрический автомобиль. Мощность здесь 326 лошадиных сил, но с одной стороны кажется, что это не так много для такой машины весом 2,5 тонны, но больше всего вас поражают показатели крутящего момента — 630 ньютон-метра. Это всего на 100 ньютон-метров меньше, чем V-образный двигатель 4.4, а на секундочку там 8 цилиндров. Привычные режимы Driving Experience Control, где вы выбирали режимы вождения, они заменены новой системой, которая называется My Modes. Для вас на выбор доступно 3 режима. Это Sport, Efficient и Personal. Помимо того, что у вас меняются настройки руля, трансмиссии, а также шасси, у вас еще изменяется подсветка внутри интерьера, а также дизайн самих мониторов. Вкупе с BMW Iconic Sounds Electric у вас меняется звук не двигателя, а звук всей машины, так как он исходит из динамиков. iX доступен с 2 вариантами подвески. Одна пружинная, вторая пневматическая. Причем пневматическая доступна для модификации 50. Мы едем на модификации X-Drive 40. И здесь установлена пружинная подвеска. Но, честно вам скажу, по ощущениям, как будто едем на пневмоподвеске. Несмотря на то, что здесь 21-е колеса, машина просто в легкую проглатывает мелкие неровности, какие-то ямки. И реально создается такое ощущение, что вы едете на пневматической подвеске. Ну и в целом хочется сказать про эту машину то, что, во-первых, вас окружает непривычный футуристичный дизайн, который вы не привыкли видеть в BMW, но, разумеется, с элементами фирменными для этой марки. И вам все время хочется ехать и разглядывать этот автомобиль. Уже в базовой версии автомобиль имеет богатое оснащение. LED-фары с ассистентом дальнего света, 20-дюймовые колеса, дизайн интерьера ателье, 2,5-зонный климат-контроль, инфоразвлекательную систему Live Cockpit Plus, акустику Hi-Fi, а из помощников круиз-контроль с функцией торможения, ассистент вождения и ассистент парковки. По сути, вам остается добрать только минимальные опции для дополнительного комфорта, подогревы, бесключевой доступ, ну и все, пожалуй. Все остальное, как говорится, на вкус и цвет. У этой машины стоит трансмиссия последнего поколения, 5-го, которая включает в себя электромоторы, батареи, управляющую электронику, а также систему быстрой подзарядки. Электромоторы синхронные, по одному электромотору на каждую ось. Интересный момент этих электромоторов состоит в том, что у них невероятно высокий КПД, 93%. Для сравнения, бензиновые или дизельные двигатели, вообще двигатели внутреннего сгорания, имеют КПД равный
Автомобиль оборудован фирменной интеллектуальной системой полного привода X-Drive, только здесь он реализован в электрическом виде. Особенность полного привода здесь в том, что здесь очень короткие пути сообщения сигнала, и благодаря этому пробуксовка колес практически вам незаметна. И когда наступает такой момент, когда колесо начинает буксовать, электроника просто моментально включается и перераспределяет крутящий момент между колесами. Отдельно хочу сказать про управляемость автомобиля. Вам доступно опциональное интегральное активное рулевое управление, то есть подруливающие задние колеса, которые поворачивают в противоположную сторону передним колесам на малых скоростях, чтобы уменьшить радиус разворота, и в ту же сторону поворачивают на высоких скоростях, чтобы повысить устойчивость на трассе, разумеется, и, само собой, повысить маневренность. Что касается непосредственно дизайна экстерьера, то здесь доступны два варианта отделки. Первый — это базовый, который вы видите здесь. Здесь такие L-образные вставки, также вставки по кузову идут. И второй вариант дизайна — это пакет спорт, который имеет абсолютно другие дизайны бамперов, а также добавляются с задней части дымчатые фонари. Касательно декоративной отделки автомобиля, то доступны три варианта отделки. Первый — это базовый, где вот такие вот декоративные вставки, а также с боковой части и на задних диффузорах имеют синий цвет, фирменный BMW i. Дальше вы их можете выполнить как здесь, в черном глянце, либо в самой премиальной отделке Titanium Bronze, в которой добавляются еще и ручки, и линия вдоль оконной линии, а также решетка, которая будет иметь здесь вкрапление из титановой бронзы. Хотелось бы детально поговорить о решетке. Решетка, во-первых, называется не решеткой, а сенсорной панелью, интеллектуальной панелью, которая скрывает за собой все датчики и радары для ассистента вождения. Более того, ее фронтальная часть сделана из полимера, который имеет свойство к самозаживлению. Если вы его повредите от камушков, либо еще чего-то другого, то он восстановится при комнатной температуре примерно в течение суток. Либо же при помощи фена вы его можете нагреть, и за 5 минут он вернется в свое привычное состояние. Более того, эта решетка имеет нити обогрева. Если в зимнее время сюда будет налипать снег, либо будет происходить обмерзание, то эти нити отогревают плоскость, где находятся радар-сенсоры, и они всегда будут действовать функционально. Давайте немного расскажу вам, как оптимизация устройства автомобиля приобрела новый смысл в философии компании. Эту технологию в дизайне BMW назвали Shy-Tech. Она скрывает в себе функционал, невидимый для глаз, множество элементов, которые проявляют себя только тогда, когда приводятся в действие. Это, например, заливная горловина омывателя лобового стекла, скрытая под логотипом BMW на капоте, или же ручка открывания двери, про них мы поговорим позже. Технология Shy-Tech широко применяется во всем автомобиле. Это же касается и задней эмблемы. Мало того, что в нее встроена камера заднего вида, так еще и центральная часть эмблемы служит омывателем камеры. Каждый элемент экстерьера продуман и функционален. Коэффициент лобового сопротивления невероятно низкий – 0,25. Благодаря этому в машине на скорости не слышно ветра. Более того, инженеры использовали элементы, которые способствуют увеличению запаса хода. Это активные заслонки в нижней части бампера, которые добавляют 25 км, вырезы в крайних частях бампера, которые выдувают воздух из передних колесных арок, крылышки в задней части кузова и спойлер добавляют еще 15 км. Абсолютно плоское днище добавляет 10 км, и аэродинамически эффективные облегченные колеса добавляют еще 15 км. В итоге получается аж 65 км хода. BMW iX обладает исключительным запасом хода. В зависимости от модификации это 425 км для модификации X-Drive 40 и аж 630 км для модификации X-Drive 50. Это говорит о том, что вам придется очень редко пользоваться подзарядкой. Но когда вам придется, BMW предлагает различные решения для этой процедуры. Вам доступны кабель для быстрой подзарядки через уличные станции, вам доступно мобильное зарядное устройство, которое работает от сети 220 вольт, и непосредственно вы можете зарядиться от станций быстрой подзарядки, которые находятся в определенных местах вашего города. BMW iX обладает умной и очень быстрой системой подзарядки, которая позволяет ему подзарядиться от постоянного тока мощностью аж до 200 кВт и от переменного тока мощностью до 22 кВт.
Подзарядка займет у вас, если вы начнете подзаряжаться от 0 до 80%, примерно 30 минут от таких станций быстрой подзарядки и примерно около 11 часов, если вы будете подзаряжаться от сети 220 вольт. Но это еще не все. Если же вы найдете где-то по пути вот подобную станцию быстрой подзарядки, то за 10 минут вы сможете пополнить запас батареи аж на 150 километров. Интересный момент, что электромобили потребляют энергии больше на трассе, чем в городе, в отличие от тех же двигателей внутреннего сгорания. Это происходит за счет того, что в городе вы постоянно разгоняетесь и тормозите, и система рекуперации постоянно пополняет запасы батареи. В эпоху глобального перехода в мир электрического будущего полезно будет знать, что у электромобилей, как и у автомобилей с ДВС, тоже есть понятие расхода. Только здесь измерение происходит не в литрах, а в киловатт-часах на 100 километров. Средний показатель расхода – это 20 киловатт-часов на 100 километров. Это прекрасный показатель для машины весом 2,5 тонны. Но так как я использовал машину в рваном режиме, осваивался, получал удовольствие от динамики и передвигался не только в городе, но и по трассе, то расход у меня получился около 25 киловатт-часов. Из этого следует простое уравнение. Объем батареи в 70 киловатт-часов равен вашему полному баку на ДВС. Поделив объем на средний расход, мы получаем количество километров, которые вы можете проехать. В моем случае это что-то в районе 280 километров. Главный вопрос, который волнует всех, что же с инфраструктурой для электромобилей в нашей стране? Если мы зайдем в приложение на телефоне, которое показывает, где мы можем подзарядиться, то увидим, что по крайней мере в северной и южной столицах все не так плохо. Казахстан развивается в этом направлении, и зарядных станций становится больше, особенно в торговых центрах, которые таким образом вносят свой вклад в популяризацию электромобилей. Специально для тех, кто боялся брать автомобиль на электротяге, компания BMW моделью iX дает понять, что это тот же универсальный и многофункциональный кроссовер BMW со знаменитым полным приводом X-Drive, со всем функционалом и опционалом BMW, к которому вы привыкли, только на электрической тяге. Таким образом, мы даем вам дополнительный выбор силового агрегата, вдобавок к бензину, дизелю и плагин-гибриду, без компромиссов. Добро пожаловать в жилое пространство или атмосферу лаунж. Так можно охарактеризовать интерьер BMW iX, который выполнен из натуральных и переработанных материалов. К ним относятся ковры и коврики, которые выполнены из нитей нейлона, которые были получены путем переработки рыболовецких сетей. К ним также относятся и кресла, дубление которых происходит при помощи экстракта опавших листьев оливкового дерева, и деревянная вставка, которая была сертифицирована аж лесным попечительским советом. Как вам такое? Первое, на что обращаешь внимание, когда попадаешь в интерьер, это его минималистичный дизайн. Этого удалось добиться благодаря тому, что практически 50% элементов контроля и управления были перенесены в цифровой мир. За цифровой мир отвечает новейшая операционная система BMW 8-го поколения, которая работает практически в 20 раз быстрее, чем текущие операционные системы BMW. Она выполнена в виде новейшего изогнутого BMW Curved Display, который развернут в сторону водителя как панель. Фирменные черты классического интерьера BMW остаются и в автомобиле будущего. Новая операционная система своей философией во многом напоминает смартфон. Приложения, виджеты, меню управления. Привыкнуть к ней не составит никакого труда. Об операционной системе BMW 8 мы сделаем отдельный выпуск, где расскажем о ее философии, возможностях управления, а пока можете написать свои вопросы в комментариях. BMW Curved Display объединяет под единой панелью два монитора: цифровой щиток размером 12,3 дюйма и центральный дисплей размером 14,9 дюймов. Он работает под управлением жестов, голосовых команд, а также кластера iDrive, который теперь получил новый дизайн. К новому дизайну кластера iDrive относится новый селектор коробки передач, который был заменен вместо привычного рычага. Как вы заметили, с режимом D есть режим B, от слова Brake. Режим B, как и D, стартует и везет автомобиль с той лишь разницей, что ваша машина превращается в однопедальную. Вам не нужно использовать педаль тормоза, чтобы замедлить или остановить автомобиль. Достаточно отпустить педаль газа. А с какой силой машина будет замедляться, вы можете выбирать в меню iDrive.
от легкого замедления до эффекта нажатия на педаль тормоза в пол. Попробовав езду с одной педалью, вы больше не захотите пользоваться педалью тормоза. Отныне дизайн кластера iDrive можно выбирать. В базовом варианте он выполнен в виде глянцевого с 3D-насечками, но опционально вы можете выбрать отделку хрусталем, которая называется Clear and Bold. К ним относятся шайба iDrive, регулировка громкости, тумблер коробки передач, кнопка старт-стоп, а также добавляется отделка деревом, и кнопки управления электрорегулировкой кресел также выполнены в виде хрусталя. Благодаря тому, что у автомобиля нет центрального тоннеля, места для ног передних пассажиров стало гораздо больше, из-за этого интерьер ощущается гораздо просторней. Центральная консоль теперь стала парящей и имеет двухступенчатый дизайн. Сверху кластер iDrive, снизу площадка для беспроводной зарядки, которая имеет еще и охлаждение смартфона. Ну а сверху предусмотрен очень удобный отсек для хранения смартфона. Пространство в салоне добавляет панорамная крыша Sky Lounge за счет отсутствия физической шторки. Это самая большая панорамная крыша в линейке BMW, и она не имеет перегородок. Все небо над вашей головой. Крыша имеет трехслойное стекло для лучшей шумоизоляции, покрыта защитой от ультрафиолета, а самое волшебное, что она затемняется с помощью жидких кристаллов, на которые подается ток. Впервые в автомобиле BMW используется шестиугольный руль. Он имеет двухспицевый дизайн. Одна часть спицы отвечает за управление щитком приборов, другая управляет ассистентом вождения. Даже если вы выберете пакет «Спорт», дизайн руля у вас не изменится, но я вас уверяю, когда вы сядете за руль этого автомобиля, возьметесь за него и проедетесь, вы не захотите его менять ни на какой другой. Кстати, в продолжении темы ShyTech стоит упомянуть о ручках. Еще одна новинка и один из многочисленных элементов технологии, который скрывает в себе функционал, невидимый для глаз. Кнопка открывания двери спрятана внутри в верхней части. При нажатии на нее актуатор слегка приоткрывает дверь, и вам уже остается потянуть за нее, чтобы попасть внутрь. При приближении к машине вас будет приветствовать световая оркестрация. Она называется Great Entry Moments. За 3 метра фары динамично начинают светиться, подсвечиваются ручки, а в салоне активируется подсветка вдоль боковых окон. Кстати, это единственные полосы с подсветкой. В других частях интерьера используется рассеянный точечный свет. Открытие двери изнутри для выхода из автомобиля тоже претерпело изменения. Открыть дверь вы можете двумя способами, не только при помощи кнопки и актуатора, но еще и механически привычным для вас способом. Например, если у автомобиля разрядится батарея. Второй ряд кресел изначально был разработан под 3 пассажиров. Мало того, что его крайние части буквально заходят на дверные панели, так еще и благодаря отсутствию центрального тоннеля у среднего пассажира есть возможность вытянуть ноги. В спинке передних кресел встроено крепление системы Travel and Comfort, а также 2 розетки Type-C. Одна для гаджета, который вы установите в крепление, а вторая для вашего смартфона. Учитывая, что мы неразлучны с нашими смартфонами, это просто находка. Особенностью задней части служит огромная крышка багажника, которая умещает в себе фонари. Именно поэтому здесь установлены дублеры. Сам багажник имеет объем в 500 литров. Но если вам этого покажется мало, вы всегда можете увеличить его объем до 1750 литров, разложив спинки задних кресел кнопками на панели багажника. Из-за того, что багажник имеет огромный срез, со стороны может показаться, что вам невозможно будет разместить какой-то крупногабаритный груз. Но крышка багажника имеет выемку, именно поэтому вы всегда сможете уместить свой любимый чемодан. Обратите внимание на задние фонари, которые теперь полностью располагаются на крышке багажника. Несмотря на новый стиль, в них чувствуется преемственность классического L-образного исполнения, а также теперь они поддерживают анимацию передних фар, чего не было ранее. Это самые узкие фары во всей линейке BMW. Они представляют собой интерпретацию культовых фар, двойных фар BMW. На мой взгляд, двойные полоски как нельзя кстати подходят для модели AX. Более того, эти двойные полоски включают в себя технологию ShyTech. В обычном режиме это дневные ходовые огни, а при включении поворотника они работают как индикатор поворота. Для вас доступны 2 варианта фар. Это базовые адаптивные LED и опциональные лазерные фары.
По дизайну они ничем не отличаются друг от друга, разве что лазерные фары имеют синие вкрапления в дизайн. Чем цепляет этот автомобиль в первую очередь? Ну, разумеется, помимо его футуристичного дизайна, это его невероятная управляемость. Благодаря низкому центру тяжести, идеальной развесовке 50 на 50 и широкой колее, рулится эта машина просто фантастически. Вы направляете ее туда, куда хотите, и она просто едет туда, куда вам нужно. Даже если вы нажмете педаль газа в пол. Она ускоряется, она рулится. Электроника работает очень быстро. Управляемость абсолютно нейтральная, никакой недостаточной поворачиваемости, никакой избыточной поворачиваемости. Машина буквально вцепляется в асфальт и везет вас. Конечно, нескольких дней очень мало, чтобы насладиться такой машиной. Пока мы снимали этот обзор, мне задали один интересный вопрос. Какой тип силового агрегата ты бы выбрал? Бензиновый, дизельный или же электрический? Не колеблясь ни секунды, я ответил – электрический. Потому что BMW iX – приверженец принципам устойчивого развития. Он создан компанией с более чем столетней историей, которая имеет колоссальный опыт в постройке автомобилей. iX дарит невероятное удовольствие от вождения, которое выражается в управляемости, динамике и комфорте. А комфорт – это атмосфера жилого пространства, которая дарит уют и наслаждение поездкой. Это новый премиум в электрическом формате. BMW iX объединил в себе самые лучшие, передовые и смелые решения компании. На первый взгляд это то, что вы не привыкли видеть в автомобиле BMW. Но стоит только коснуться его дверной ручки и очутиться в этом фантастическом интерьере, как вы сразу почувствуете себя как дома. Благодаря умной конструкции этот автомобиль дарит фирменные для бренда удовольствия от вождения, несмотря на то, что он имеет электрический привод, благодаря которому салон кажется столь просторным. И благодаря которому вам больше не придется думать о подзарядке, потому что у машины феноменальный запас хода. Ну а развивающаяся инфраструктура сети зарядных станций по Казахстану будет приятным бонусом для будущих владельцев BMW iX, который, кстати, в ближайшие месяцы появится в официальных дилерских центрах BMW. Ну а пока, добро пожаловать в семью X! Ставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И поделитесь с нами в комментариях своим мнением, каким вы видите автомобильное будущее.